Вітаю вас! Я Світлана, а це мій сад, який знаходиться під Києвом, і я про нього розповідаю. Сегодня тема будет очень полезная. Зонирование участка хвойными растениями. Я покажу на своем примере, что и как, и где, какими растениями, по какому принципу я зонировала, то есть разделяла на участки. Зачем это делается, какими принципами я пользовалась и вообще, как это осуществляется, покажу на своем примере. Скажу сразу, свой сад планировала, высаживала и обслуживаю я сама. Помогает мне Вадим Петрович в тяжелых физической работе, делах физических, делает опоры, а в основном все делаю я. Это часто вы спрашиваете, задаете такой вопрос. Идемте. Вот это акцентное дерево, кстати. Стив Випер, лиственница. Так вот, начнем. Для чего же вообще нужно зонирование сада? Как ни странно, но сад не должен быть плоским. Должен быть объемным, с какими-то переходами, поворотами, с какими-то зонами, которые хочется скрыть не только от соседей, от знакомых, но и от самих себя, от своих и от своей семьи. Почему так надо делать? И это правильно, потому что уединяться и отдыхать это надо. Прятать какие-то зоны неприглядные, где сложен хозяйственный инвентарь, тоже желательно не деревянным забором, а цветами, растениями, а лучше всего хвойными. Почему хвойными, сейчас расскажу. Хочется зону отдыха отделить, чтобы там было тихо, комфортно, спокойно растянуться на шезлонге и поотдыхать. Я, кстати, свой шезлонг доплела. Вадим Петрович делал каркас, а я плела искусственным ротангом. Получилось все, но полежать я там, к сожалению, могу очень редко и по минутке. Так вот, зоны должны быть отделены, как комнаты. Ну, можно называть не комнаты. Можно отделять их, конечно же, и лиственными растениями, как, например, розовый круг. Он у меня зонирован кустами роз, 72 куста роз. Но лучше всего хвойными. Вот, допустим, тут низким бордюром у меня посажен можжевельник казацкий. Самый простой, самый, я его купила на рынке, растения продавали, 3 куста купила, и вот так вот он в такую шикарную живую изгородь низкую уже расстелился. Благо есть куда расти. Так вот, хотела сказать, для чего же надо разделение сада. Сад как на ладошке ровный, не интересный, не загадочный, не таинственный, а хочется сказки. Хочется, чтобы зашел в сад и хотелось заглянуть за каждый поворотик. Поэтому зонируйте сад хвойными. Хвойными, потому что он и зимой, и летом одним цветом. Ну, не поэтому. Потому что зеленые хвойные растения статичны. Не обязательно зеленые. Можно голубые, можно салатовые. Вот такие, как мои туи пирамидалис аурео. Опять же, отвечаю на вопрос уже. После каждого видео вы спрашиваете, что за туи, что за туи. Но в основном это новенькие, конечно. Это туя пирамидалис аурео. Хвойные статичны, они только в высоту добавляют размера, ну и в ширину, если их не стричь, но лучше все-таки застригать и делать более узкие фигуры. Вот, еще хочу сказать, такие завитушки фигуры сейчас уже как бы не сильно актуальны. Ну, кому нравится, можете для себя выстригать каких-то кракозябликов, а вообще более красивее, более богато смотрятся формы, классические, геометрические фигуры. Пирамиды, большие, маленькие, шары, квадраты или ровные бордюры. Так вот, за бордюры.
взяла в руки камеру, чтобы все-таки ходить вам показывать. Бордюры бывают высокие и низкие. Высокие, чтобы закрыть зоны, когда вы сидите в кресле или лежите на шезлонге, такой где-то 1,50 м. А можно низкий вот этот бордюр, всего полметра. Он стрижется, потому что выпадает на дорогу. Обычный можжевельник казацкий. Это тот, который болеет ржавчиной. Кстати, в этом году обошлось. Так, еще хотела сказать, не обязательно живыми изгородями. Что такое живая изгородь? Живая изгородь — это когда сильно плотно растения посажены друг к другу, и они сплетаются ветвями и образуют такую очень плотную стену. Вот, например, у меня живая изгородь из кипарисовика и вонны. Вот так она выглядит. Кто помнит видео мои, она такая была, тростиночки-былиночки. Вот такая живая изгородь. Смотрите, совершенно не видно стоянку. Живая изгородь должна высаживаться 80, 90 максимум друг к другу растения. Если вы высаживаете с расстоянием больше 1,5 метров, это уже не живая изгородь. Хотя вот эту мою композицию из Aurea pyramidalis и смарагдов все-таки так можно назвать. Но просветы в ней есть. Так было задумано. Я хотела, чтобы немножко такая интрига приоткрывалась. А что же там, если в сторону так заглянуть, открывается розовый круг. Вот, допустим, зонируется лиственными. Это хакура нишики. Я ее вчера подстригла. Вадим Петрович ругается. Ветки сплелись друг с другом. Упали на дорожку. Но имейте в виду, что у лиственных опадает листва. И почти полгода, даже больше, это просто веточки. Можно из дерена сибирика, там стволы красивые, малинового цвета. Тогда немножко будет игра цвета. Листьев не будет, но будут красивые веточки. По поводу цвета. Можно, конечно, весь сад сделать в зеленых тонах, но мне все-таки кажется, оттенки зеленого играют лучше. Вот, допустим, тут салатовый и темно-зеленый. Но не переусердствуйте, сильно много растений в шахматном порядке смотрится тоже немножко наляписто. В данном случае на себя берут акцент пирамидалисы, конечно, а смарагды служат как бы фоном таким. Не притягивают взгляд, но как бы создают фон. Можно делать изгороди голубым цветом. Допустим, вот я высадила вдоль забора, но я их сильно широкими, пышными не хочу. Какое расстояние? Тут, по-моему, 1,60 м между ними. Видите, я их даже немножко уже пристригла, если сравнивать с этой стороны, вот эти лохматые еще. А эти пристригла. Это тоже такое зонирование участка, зонирование этой композиции, но не прямо в полном понятии живой изгороди. Между ними высажены гортензии. Тоже такая структура логическая, которая предполагает зонирование вот этого участка. Что еще хотела сказать? По цвету я вам сказала. А вот еще, допустим, пример. Это можжевельник обелиск. Тоже я вот такими прямоугольными хотела квадратами, не очень получается у меня. Квадраты много места занимают. Сделала чуть плоскими и подняла, смотрите, у него внизу ножку оголила. Такую, чтобы он чуть приподнят над землей было, внизу хосты посадила. Так вот, они зонируют мою там зону, тоже с рододендронами, с магнолией. Такой маленький чуланчик у меня там. Кора, кстати, стоит, сейчас занимаюсь этим. И все-таки в моем саду зеленого цвета больше. Зеленых хвойных растений процентов 80. Перейдем туда, колумна туи, далеко покажу вам еще. Но там тоже не изгородь из хвойных, а одиночно высаженные хвойные. Я не хочу, чтобы они смыкались.
Вот тут зонирование у меня идет гортензии крупнолистной, ой, не крупнолистной, древовидной. Тут сплошная стена. Была она, как вы помните, до конца туда, но я убрала. Все-таки мне хочется больше хвойных, и она сильно агрессивна, сильно много места заняла, почему я ее и убрала. Так, по цвету я вам сказала, по расстояниям сказала. Вот хочу еще что сказать. Учитывайте обязательно размеры. Вот эти вот можжевельники, вы видите, они растут высокие, но я на 3 метрах, наверное, на следующий год уже ограничу их высоту, потому что все-таки поперек участка и где-то в центре 20-метровые изгороди смотрятся, ну, не очень уместно. Самые высокие хвойные все-таки высаживайте ближе к краям своего участка или к забору, если у вас забора нет. Видела, кстати, сад интересный без забора. Растениями забор сделанный, все, вообще забора нету. Ну, мы привыкли как бы безопасность себе такую, да, и ставить забор. Так вот, вот эти хвойные у меня все-таки, они высоковаты. Смарагды буду ограничивать. И опять же, хочу, наверное, уже в этом году. Для чего они, кстати, тут высажены, вот это по полукругу пирамидалисы и смарагды. Розовая зона. Хотелось мне, чтобы была отделена от гортензиевой. Тут, в этой части сада, в основном, наверное, 80% гортензий. Розы есть, но очень мало. Кустов 10 в этой зоне роз. Все остальное занимают гортензии, лиственные. Вот, допустим, низкий бордюр. Old Gold можжевельник, который ждет, когда Света его подстригет. Ну, тут видна, видите, такая структура лилии. Низкая. Эта лилия будет низкая. Тоже бордюр такой. Зонирует дорожку от входа. Можно зонировать еще более низкими хвойными. Туя шаровидная Мириам. Сейчас я вам в другой зоне покажу, потому что там у меня еще не совсем порядок. Можно зонировать, конечно, не только хвойными, но и гортензиями. Вот туда, куда мы сейчас перейдем, там хвойный чередуется с гортензией. Сюда подошла к этой зоне, где вам покажу сейчас зонирование дорожки, как бы отделение дорожки от газона. И хотела еще раз сказать вам, что вот эта композиция пирамидалисы и смарагды, как бы одна из самых удачных у меня, она служит фоном для роз. Она стабильна зимой и летом и украшает как бы как зеленый фон, хромакей, да, такой создает. Газон пока у меня такой функции плохо справляется с этой задачей. На зеленом цвете все цветущие растения, розы, опять же, те же гортензии смотрятся более эффектно и красиво. Ну, а мы перешли. Вот тут я вам хотела показать. Кстати, вот зонирование клумбы. Тоже хвойными. Я в этом году отказалась полностью от петуний. Такая монохромная композиция из более зеленых и салатовых, и можжевельников, и туй. И смотрится, на мой взгляд, очень красиво. Спокойно, но опять же не подстрижены у меня можжевельники мои. Вот эту зону я хотела рассказать вам, где я вас приветствовала. Смотрите, гортензии в шахматном порядке высажены с туями Мириам. Шаровидные, очень пушистые, набитые. И таким бордюром, повторяющимся, красивым. Гортензии тут, кстати, через один повторяются. Ренсам и... Если все пойдет хорошо, то это мохито. Как-то мне часто сейчас стали попадаться пересорты. Хвойные могут зонировать акцентными такими точками. Вот это пихта одноцветная, которую я хочу макушку опять же в этом году укорачивать. Просто отпилю, и будет елка 5-метровая, не елка, пихта.
А вот, кстати, Артемис, о котором я утром вам рассказывала, красиво цветет и тоже на повороте, видите, в акцентном месте. Точки такие логические, перехода, шаровидные туи можно для таких акцентных точек делать, для переходов. Вон туда сейчас пройдем, там, где колумна и смарагды. И я вам еще раз наглядно покажу, как зонирую дорожку я таким стелющимся можжевельником. Мия, ты уже по всему участку всех переловила? Идите в дом. У нас сегодня очень жарко, и собакам немножко тяжело от таких перемен. Смотрите, горизонтальный можжевельник служит и фоном, и от сорняков. У меня тут замульчировано хвойным опадом, и по нему стелится и прорастает корнями вот такой горизонтальный можжевельник. Название напишу, вам забыла его название. Джет-ривер, по-моему. Река. Фоном служит зеленым туя колумна. Она служит фоном и когда пионы цветут, и когда гортензии. Это просто будет восхищение, услада для глаз, когда гортензии будут цвести на фоне колумны. Колумну тоже буду выравнивать. Тут метр, по-моему, расстояние между колумна. Дальше идут смарагды. Служат фоном смарагды, но опять же это не живая изгородь, а просто фоновая посадка для зонирования всей вот этой зоны с левой стороны от розового круга. Вторая охотница ходит, мало ящериц, потому что кто-то у нас тут траву прополол, да. Что я еще хотела сказать? Вот эта пихта одноцветная, такая красивая в этом году. Хотела сказать, что зоны и акцентные точки ставьте все-таки хвойными. Я хотела магнолию посадить, но она листопадная, много листвы. Собирать, убирать и голое дерево зимой. Или, если хотите лиственными, высаживайте деревья, у которых очень красивая структура кроны. Есть такие деревья. Но мне кажется, магнолия не из того числа. Заключение вот что хочу сказать. Все-таки прорисовывайте свой участок на бумаге. Также проще и легче определиться вам, как и что, и где вы будете располагать. Обязательно чертите в масштабе, чтобы можно было все-таки ширину дорожки вычислить, чтобы не получилась огромная клумба и узенькая тропиночка. Дорожки должны быть удобные, не меньше, если такие проходные, 90 метров. А если тропиночки между деревьев, их можно 60 сантиметров. Так, я уже углубилась в другую тему. Зонирование участка хвойными – это самый лучший вариант для небольших садов. Для больших садов можно, конечно, брать и аллеи с липами, зонируют, да, красиво. Но учтите, что липы огромные деревья, и чтобы зонировать ими аллеи, дорожки, расстояния нужны другие. У меня сад небольшой, поэтому я использую хвойные, которые стригу. Вот такая моя тема сегодняшнего видео. Думаю, была вам полезна. Подбирайте хвойные по размеру на передний план. Более низкие, на задние более высокие. Если по центру участка хотите примерно вот так же разделить, как у меня, используйте средне растущие. Для тени используйте тисы, всякие разные, они тень выдерживают. Голубые хвойные лучше высаживать на солнышке. Зеленые растения вытерпят небольшое затенение, но лучше тоже, конечно, солнце. Смарагды тоже солнце любят. В тени они будут такие не зеленые и такие рыхлые. Все. Всего вам хорошего. Думаю, тема сегодняшняя была полезна. Да, Мия? Иди сюда. Иди расскажи, сколько ящериц ты поймала. А я потом буду собирать по дорожкам хвосты.
хвосты откушенные. Тепло у нас очень. И зацветает, смотрите, лаванда. Все-таки было удачное решение посадить лаванду между роз. Кустики небольшие, попринимались, но очень красивые. До встречи, всего хорошего вам. А мы побежали, знаете, что делать? Ступеньки заканчивать, крыльцо наше. Уже скоро виден результат будет. Покажу.